Всем привет! Добро пожаловать на канал In Simple Russian, канал для тех, кто изучает русский. Меня зовут Ира. Сегодня вы выучите кучу новых слов и выражений на тему покупки, шопинг и интернет. Потому что в этом видео мы познакомимся с самыми популярными интернет-магазинами России и даже что-нибудь закажем в одном из них. Итак, какие интернет-магазины самые популярные в России на сегодняшний день? Ответ на этот вопрос зависит от категории. Например, для покупки и доставки продуктов питания самыми популярными интернет-магазинами являются Ашан и Перекресток. Вот так выглядит посадочная страница магазина Ашан. Кстати, если вы живете во Франции, в Португалии, в Испании, Польше или Румынии, то магазин Ашан вам должен быть знаком. Давайте посмотрим на каталог товаров. В Ашане россияне могут заказать молочные продукты и яйца, мясо, рыбу, сыр, овощи и фрукты и, конечно же, алкоголь на самовывоз. Что такое самовывоз? Это когда вы заказываете и оплачиваете свой товар на сайте магазина, но вам его не доставляют на дом, а вы сами должны забрать свой заказ в магазине или в пункте выдачи. Алкоголь в России можно купить только в возрасте 18 лет и старше. Видимо, поэтому алкоголь на дом не доставляют. Нужно приехать и показать паспорт и доказать, что вы совершеннолетний и можете легально покупать алкоголь. И даже вот здесь на странице вас спрашивают, исполнилось ли вам 18 лет. Если мы говорим, мол, нет, нам 18 еще нет, то нам даже не покажут эту страницу. Мол, незачем тебе смотреть на алкоголь, если тебе еще нет 18. Кстати, в то время, когда я была подростком, в России никто не проверял документы при продаже алкоголя или сигарет. И в то время взрослые часто посылали детей в магазин, например, за хлебом и за пивом. Переходим к одежде, обуви и аксессуарам, где россияне покупают одежду и обувь. Один из самых популярных интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров – это LaModa. Давайте посмотрим на категории товаров. На сайте LaModa россияне могут купить, например, кроссовки и кеды, верхнюю одежду, джинсы, сумки, нижнее белье и даже красоту. Здесь есть категория красота. Если бы я знала, что на этом сайте продают красоту, я бы ее уже давно купила. Интересная категория на этом сайте – Россия с любовью. Видимо, это продукты российского производства. Давайте кликнем. Ага, вот. Произведено в России. Произведено в России, но названия почему-то все не русские. Например,
Интересное название у вот этой рубашки. Annen на турецком annen означает твоя мать. Твоя мать. Переходим к следующей категории. Когда россияне хотят почитать или послушать аудиокнигу, они идут на такие веб-сайты, как Litres, Лабиринт и Читай город. Посмотрим на стартовую страницу Litres. Посмотрим, что читают россияне. В категории «Популярная» одним из хитов продаж является книга «Атомные привычки» Джеймса Клира. Тут есть куча вебтунов. В категории «Лучшие аудиокниги» хит продаж «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. Если честно, ни выбор книг на этой странице, ни дизайн самой страницы меня не впечатляют. Мне больше нравится сайт Лабиринт. Тут все просто, но со вкусом. Посмотрим, есть ли у них моя самая любимая книга «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Пойдем в поиск. «Мастер и Маргарита». Искать. Ого, 11 тысяч рублей. Так, «Мастер и Маргарита» у них, конечно же, есть. И цена этой книги 333 рубля. Это примерно 3,5 евро или 4 доллара. По этому товару сейчас есть две акции. Скидка в 35% и даже бесплатная доставка на дом. Например, если бы я жила в Санкт-Петербурге, то эту книгу мне доставили бы завтра. 333 рубля за книгу плюс бесплатная доставка на следующий день. Это очень выгодное предложение. Я бы купила. Еще один сайт для покупки книг – это «Читай город». Но меня туда не пустили. Может быть, потому что я живу за пределами Российской Федерации. Переходим к следующей категории – бытовая техника и электроника, где россияне покупают свои айфоны. Один из самых популярных интернет-магазинов в этой категории – М-Видео. На стартовой странице мы видим, какие товары популярны сейчас в России. Смартфоны, телевизоры, ноутбуки, холодильники, стиральные и сушильные машины. Кстати, ребята, посмотрите, какой крутой лайфхак. Учить русские слова на страницах интернет-магазинов. Вам даже не нужно ничего переводить, потому что значение слов вы можете понять по картинкам. Это очень круто. Так, довольно с магазинами отдельной какой-то категории. Скажем, вы хотите зайти на сайт какого-то одного магазина и совершить все свои покупки там, в одном месте. Тогда вы можете делать свои покупки в гипермаркетах или маркетплейсах, в которых продается все на свете. Самые популярные интернет-гипермаркеты в России – это Озон, сайт со странным названием Wildberries и
всем нам известный AliExpress. Там вы можете найти все, что вашей душе угодно. Покажу вам стартовую страницу сайта Wildberries. Смотрите, сколько категорий. Опять же, здесь есть категория, сделана в России. Давайте теперь закажем что-нибудь российского производства. Например, вот из Московской области. Что тут есть интересного? О, конфеты «Мишки в лесу». Конфеты шоколадные без сахара, окей, которые стоят 217 рублей, чуть больше 2 евро. Какие отзывы? Почти 5 звезд и, 58 тысяч отзывов. Надо брать. Давайте добавим в корзину. Товар добавлен в корзину. Теперь мы перейдем к корзине. Итого 222 рубля. Доставку я выбрала в пункт выдачи в своем родном городе Уфа. Давайте сменим ее. Так, значит, у нас улица Карла Маркса, 60. Можно добавить пункт выдачи. Посмотрите, какие есть улицы в моем городе. Улица 50 лет СССР. Коммунистическая улица. Улица Гоголя. Улица 8 марта. Революционная улица. Улица Достоевского. Улица Карла Маркса. Улица Менделеева. Давайте заберем наши конфеты из пункта выдачи на улице Менделеева. Вот так выглядит наш пункт выдачи. И я скажу, что я заберу свой товар, свои конфеты отсюда. Окей. Доставка в пункт выдачи. Я могу забрать свои конфеты завтра, в пятницу, с улицы Менделеева, 177 в городе Уфа. Хорошо, заказываем. Отлично, но заказ мы оформлять не будем, потому что я живу в Германии. На сегодня все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и мы увидимся с вами в следующем. Пока-пока. Теперь хочу конфеты «Мишки в лесу».